Okay, it's recording. It is February 1st, 2023. This is Jenna. I can't see your last, but it's Sharayfker. The interviewer is Anna Skorupski. She is in Toronto via Zoom, doing the interview remotely. We are in Ottawa, Canada. Okay, you can just put it down on the. Okay. Okay. I'll get it out. It's okay. And we can start whenever you're ready, Anna. Жанночка, здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз и огромное вам спасибо еще и еще за ваше желание поделиться с нами историей вашей жизни и еще раз пережить травмирующие моменты. Это делать нелегко, и еще и за это огромнейшее вам спасибо. Вам спасибо и всем организациям. Я не стану их перечислять, потому что я не знаю, как они называются, но всем, кто участвовал в этой записи, чтобы, конечно, ничего не было забыто, я вот благодарю вас еще больше, чем вы меня. Спасибо. Меня зовут Жанна Владимировна Шарифкер. В девичестве я Местечкина. Родилась 28 ноября 1939 года. Не в самый лучший момент. И родилась в городе Киев, на улице Артема, 32, в хорошей, благополучной семье. Мои родители были не молодые. Маме было уже 40 лет, и папе было уже 42. Когда я появилась на свет, поэтому у меня есть, вернее, у меня было сестра и брат, который... Брат родился в 22 году, а сестра родилась в 24 году. Сори. Так, сейчас я... Верочка, здравствуй. Верочка, извини, мы тебе перезвоним позже, мы сейчас немножко заняты, хорошо? Хорошо. Извини. Сори. Сори. Так что мои сестра и брат попали в самое, так сказать, пекло войны, Холокоста и прочих радостей жизни. Их уже нет, но я о них расскажу. Мы были достаточно дружны, особенно с сестрой. Когда началась война, папу забрали в ополчение, забирали всех. Хотя он был уже после финской войны и имел ранения на финской войне, но в ополчение забирали всех. Поэтому мы не могли уехать раньше, в июне, в конце июня или в июле. Мы уехали в августе месяце. В конце августа папа пришел из этого ополчения, взял нас, маму, с сестрой, потому что брат, конечно, уже был на фронте. Ну, о брате я расскажу еще. Нас на Артема 32 нас было 3. Мама, я и сестра. Он посадил нас в товарник, и мы поехали. И остановились мы
В Ленинграде, в Сталинграде. Вот там мы, ну, когда я доехала, мне был год и 8 месяцев, сколько, да? Когда я доехала до места, я уже была совсем хороша. У меня было двухстороннее воспаление легких, и был этот колит, когда ребенок уже испражняется кровью. В таком состоянии мы приехали в Сталинград. В таком жутком состоянии, значит, оказалась моя мама, но сестре было 16 лет, и были 4 руки, в общем-то. 16 лет – это уже... Но что повезло маме, ну, я знаю из рассказов, как она это все получила, я не знаю. Она имела какую-то записку или какой-то документ от папы, что он воюет, что он на фронте. И брат тоже ей прислал, аттестат он назывался, аттестат. И вот эти 2 документа помогли ей достать совершенно уникальное в то время лекарство, сульфидин он назывался. Сульфидин. И вот этот сульфидин как-то, значит, меня спас. Вот. После Сталинграда, уже со мной немножко повзрослевший, чуть-чуть окрепший, мы поехали в Алма-Ату. Почему в Алма-Ату? Потому что там жила мамина родная младшая сестра. Поэтому я не знаю, как она там очутилась. То ли вышла замуж туда еще до войны, не знаю. Звали ее Женя. Я не помню, не знаю, как она очутилась там. Она жила с мужем и с приемной дочерью. И мы направились в Алма-Ату, в столицу Казахстана. Но пока мы добрались до Алма-Аты, мы еще увидели много-много сел каких-то. Ну, я была совсем маленькая, но это были какие-то семьи, которые нас по дороге, как сказать, принимали. Даже некоторые лица я помню. Была семья, мама и парень такой, я знаю, 15 лет, взрослый, конечно. Вот. Какое-то время мы провели там, в этих селах, пока мы добрались до маминой сестры. Прошло какое-то время, я не могу сказать, какое время прошло, но прошло. И когда мы очутились у маминой сестры, это была комната, большая комната, как я понимаю, но в общежитии нет института. Мединститут, Алматинский мединститут, где он сейчас и находится, стоял во дворе, а рядом стояло это общежитие. Он больше был похож на барак двухэтажный, но в конце такие коридоры и комнаты. В конце коридора была душевая. Я ее очень хорошо помню. По какому случаю, я потом расскажу. Впереди. В этой одной комнате жили, значит, моя тетя, ее муж, приемная дочка, моя сестра Елена и мама и я.
Вот так мы расположились в этой, как я считаю, большой комнате. Дело в том, что в Алма-Ате я заболела малярией. А была я уже, наверное, 3-летняя. Это после тех заболеваний. Мне как раз вот хорошо было заболеть малярией, которая, значит, трясет. Но мне было, наверное, 3 года, потому что я помню, что я пришла в эту душевую, в ней было очень тепло, и села в уголочек. Села в уголочек, ну все, аж пока меня не нашли там, пока меня там не нашла мама. И кормили меня хиной, это очень хорошо помню. Вот так мы провели эвакуацию. Но за это время мама где-то работала, все работали. Я бегала, значит, сестра там закончила 10 класс и поступила в мединститут. У нее была с Киева серебряная медаль. Она поступила в мединститут, и я помню огромные рекреации этого большого института, вернее, мне казалось, где висел огромный портрет Иосифа Виссарионовича. И я под этим портретом, с бумажкой, с карандашом сидела. Потом, значит, был звонок, они все выбегали. Кто-то, значит, мне давал конфеты, кто-то мне... В общем, хорошая у меня была жизнь. Очень веселая, интересная. Я очень хорошо там себя ощущала, насколько я вспоминаю. Очень хорошо. Но жизнь-то продолжалась, и сестра уже кончила, наверное, была на 2-м курсе мединститута, а война вроде как-то уже, значит, шла к своему завершению в 1944 году, вернулся туда, приехал папа наш, мой папа, у меня фотография даже есть, значит, мы... Покажите? Вы знаете, она у меня есть. Сейчас я ее покажу. Я ее показываю. Adam, it's okay, it's enough. I can see it in the camera, yeah. Вот. И освободили уже Киев. И, конечно, моя мама сказала: все, я уже пожила в Алма-Ате, давай ехать. Куда? Как вы думаете, куда? Давай ехать в Москву. Вы спросите, почему в Москву? Почему не в Киев? Потому что в это время мой брат Юрий Владимирович, почти как Андропов, значит, кончил Серпуховское летное училище, он по классу, по факультете, на механическом факультете. Он работал на аэродроме механиком, он не летал, и его контузило, он пролежал в госпитале, и после госпиталя, вы не поверите, он получил назначение в Москву, в Академию имени Жуковского. Это был, такой сюрприз для моей мамы и для всей семьи. Это был сюрприз, это было, представляете себе.
Да. Ну, значит, куда ехать? Конечно, в Москву. И в 1944 году мы отправились в Москву. Мне было хорошо в Алма-Ате, поэтому я говорила, нет, Женя, ты оставайся здесь, я поеду в Москву. Да, доехали мы до Москвы, не без приключений. С верхней полки, значит, я скатилась, конечно, я была очень шустрая, очень такая подвижная, очень гибкая такая. И я, конечно, упала с верхней полки, но какой-то военный не дал мне упасть. Я упала прямо на его руки. Вот. Была очень смешная. Не то, что там некрасивая или хорошенькая, смешная. Вот смешная и все. Потому что когда мы на вокзале встретил Юрий Владимирович со своей женой, он уже к тому времени был женат, она его тоже в Москве ждала, потому что они из Свердловска как-то, они тоже киевляне, но они из Свердловска приехали в Москву. Вот. И когда он меня увидел, он начал смеяться. Ну, вот так была моя встреча с братом. Я его не помнила, конечно. Вот так. И началась наша московская эпопея. Дело в том, что сестра перевелась, конечно, из Алматинского института медицинского в первый медицинский в Москве. Это все было несложно, с документами. Папа устроился на работу. Сейчас вспомню. Не, мама не работала. Мама со мной была. Единственное, что я помню, значит, до 9 мая. 9 мая был парад Победы, и мы с сестрой, она меня, держа за руку, после своих, значит, всяких переживаний, это ужасно, конечно, это поколение, которое осталось без мальчиков, да, вот она, мы приехали по Красной площади, она меня, держа за руку, бежала сквозь эту толпу. Я это все хорошо помню, абсолютно хорошо помню, что она меня крепко держала за руку, потому что там потеряться это было как 2 × 2. Было огромное количество цветов и слез. Вот это я запомнила. Слез. Было столько слез, что, по-моему, в этом море слез можно было утопиться. Это было 9 мая. Жизнь продолжалась в Москве. Но в Москве же без прописки жить нельзя. Это мой. Ну, пусть он там звонит. Где-то здесь. Где он? Так, все, Сева, сядь. Иди сядь. И... Ой, Господи. Больно как-то. Больно. Вспоминать даже больно. Не то, что опять... Когда вспоминаешь, опять переживаешь это все. Это ужасно. Это ужасно. Но надо было устроиться на работу. И папа никак не мог устроиться на работу почему-то. Никак. И кончилось значит, мы живем без прописки, без работы, без ничего. Это же так же нельзя жить.
ну, у Юры, естественно, у брата. На Пионерской это было. Улица Пионерская. На Пионерской это было. Значит, и папа устраивается на работу в Воскресенске, на химкомбинат. Это сколько там километров до Москвы, не знаю. Я знаю, сколько километров. Воскресенск, он и сейчас существует. Сколько? И, по-моему, этот химкомбинат, и сейчас он там стоит. Вот, потому что ну, на Пионерской жить нельзя же было, ну, как же это самое, естественно. Там уже в 45-м году ребенок родился, естественно. Дети же рождаются, да. Вот, у нас с племянником была 5 лет всего разница, 5. И мы, значит, едем в Воскресенск. Но сестра возвращается из Воскресенска электричкой в Москву, утром уезжает, вечером приезжает. Папа работает, не знаю кем, на этом химкомбинате. Ну, у него образования не было, поэтому не директором, вот, и не начальником. А мама, она пианистка, она кончила в свое время гимназию, и она пианистка, когда-то аккомпанировала в 30-х годах немому кино, вот. А жизнь уже немножечко восстанавливается после войны, и детей, у нее был класс этих самых маленьких ребятишек, 20 человек. И я сидела рядышком. Да. Вот она со мной туды-сюды ходила в этом Воскресенске. Запомнила дикие морозы. Ой, были такие жуткие, ужасные морозы. Вот это я запомнила. Так особо. Где-то нам дали комнатку. И мы жили в этой комнатке вчетвером. Ну вот сестра, значит, уезжала утром, вечером приезжала. А чтобы переехать в Москву каким-то образом, там были какие-то родственники, они даже где-то был, даже на этом, сейчас скажу, на Сретенке там пустовала квартира. Какой-то родственник, родственников-то было много, наверное, каких-то заловок или там кузенов, я уже не помню, их было достаточно. И кто-то нам предложил вот эту вот пустующую квартиру на Сретенке, 2-й этаж. Ну и так как в Воскресенске было жить очень тяжело, особенно Лёле, сестре, которой надо было электричкой ехать, то, конечно, мы воспользовались хотя бы пожить там. И мы переехали туда. Вот. 2-й этаж, Сретенка. И сейчас мы вот с сестрой, когда были в Москве, проходили под этими окнами, и вспоминала она что-то, вспоминала все время, она вспоминала очень много интересного. И... Ой. Ну вот, даже папа согласился бы ездить туда на работу, но прописаться надо было. Все в Советском Союзе эта прописка, это была... А прописаться нельзя было, прописаться. И вот уже, будучи... Сестра уже, по-моему, до 6-го курса или до 5-го, или до 6-го уже закончила этот Московский институт. И нам уже ничего не оставалось делать, как сесть в поезд и приехать в Киев. Уже 46-й год, оставив эту мечту. Так мечта, долгие годы для меня мечта была Москва. Москва – это для меня была мечта. Несбывшаяся мечта моей мамы. Жить хотя бы рядом с сыном. Хотя бы рядом с сыном, с внуком.
говорят, женщины больше любят сыновей, чем... Ой, сейчас. Вот. Ну и все, и началась послевоенная жизнь. Лёля, конечно, сестра, это мы ее дома называли Лёля, уже заканчивала Киевский институт медицинский. Наша квартира, халупа Артема 32, оказалась живая в середине двора, уцелела. Это при всем, что вся ваша Владимирская, все было разрушено. Вот. А Артема 32, флигель во дворе, он, более того, нам сразу освободили жилплощадь. Большую и маленькую комнату. Сначала большую, а потом и маленькую. Она была занята кем-то. Но распорядили, да, моментально. Она была, конечно, пустая, но единственное, что там стоял, вернее, висел портрет моей бабушки, маминой мамы, всегда висел. Так вместо портрета бабушки товарищ Ленин сидел там в рамочке. Все. И началась послевоенная тяжелейшая. Она в Москве не была такой тяжелой. А в Киеве она была тяжелейшей. Кроме горохового супа я вообще ничего не помню. Очереди за картошкой это были громаднющие. Я, наверное, из всего выросла, потому что я помню, что я между первым и вторым классом, когда уже моя сестра выходила замуж, и наша соседка, значит, на лето меня брала в санаторий. Были такие санатории, а мне же не с кем было дети, то она брала между первым и вторым классом на лето, я была там в санатории. Это был 47-й год, моя сестра выходила замуж 1 августа. И вот я иду и говорю: мам, она говорит, завтра свадьба у нас. Лёля замуж выходит. Я говорю, а как же я буду, босиком, что ли? Она говорит, я тебе сегодня сошью тапочки. Я тебе сошью тапочки, не волнуйся. Ты будешь одет. И вот эта вот послевоенная жизнь, я помню 1 класс, куда меня отвели. Вот. И были не только 38-го года, а 37-го и 36-го были девочки. Мы сидели втроем на партах. Втроем. Вот. И надо было... Я помню, что еда была черный хлеб, политый постным маслом. Вот это я помню. Очень хорошо в 1 классе. Вот. Вот послевоенная Украина была. Жизнь была, тяжелейшая. Я уже не говорю. Да, сестра кончила институт, и ее приняли на работу в 8-ю Подольскую больницу, поликлинику, больницу. Дело в том, что у сестры было страшное заикание, очень большое. Не просто заикание, а очень большое заикание. Поэтому она не могла идти, хоть она кончила лечебный факультет, она не могла идти терапевтом, она не могла идти работать с больными. Она могла идти только в лабораторию, врачом-лаборантом. И этим врачом-лаборантом она проработала в этой 8-й
поликлиники или какая-то там больница Подольская на Подоле. Она и сейчас есть, стоит. Подольская больница. Раненых, наверное, лечат там. Вот. И до 75, по-моему, лет. У нее одна запись в трудовой книжке. Одна запись в трудовой книжке. Но, есть но. Был 53-й год. И как вы думаете, кого уволили первую? Мою сестру. Но у нас был защитник, у нас был Юрий Владимирович. Когда, значит, приходилось туго, он садился, значит, делал себе командировку. Он к тому времени был уже такой немаленький человек. Он достаточно хорошую карьеру сделал, не военную, а экономическую. В конце концов, он не кончил институт, эту военную академию Жуковского, а он кончил Плешку. Но это тоже не совсем неплохо. И всю жизнь проработал в этих верхах. Министерстве заготовок, да. Ну, закончил высшую партийную школу, да? Нет. Это обошлось. Да, его как приняли в партию, так больше он ничего не кончал. Он выпустил какую-то книжку по специальности. Мама очень гордилась. Я не помню, как она называлась. Ну, в смысле, элеваторы, что-то такое. Ну, он же механик, в общем-то, был. Механик самолета. Ну, механик, наверное, был хороший. Ну, в общем, короче, и в 53-м году, значит, явился, не запылился мой Юрий Владимирович в Киев, потому что с Лёлей надо было что-то делать. Уж в каком она была состоянии, это понятно. И как жить, и что кушать, и вообще. Вот. И через горздрав, украинский горздрав, а он к тому времени уже поднаторел, ну, в этих всяких чиновничьих, значит, разговорах, и 5-10, он ее восстановил. Ее восстановили в этой 8-й, значит, в этой Подольской больнице. Все. И так она работала до самого последнего дня с одной записью в трудовой книжке. Вот. Что касается, значит, это очень тяжелые были годы, 46-й, 47-й. Прокормиться было очень тяжело, очень тяжело. Все ее подружки, сестры, ну, она долго дружила. Одна уехала в Черловцы, вышла замуж, одна уехала во Львов. Ну, в общем, вот так. А мы оставались в Киеве. В Киеве мы и жили. Все. Что? Все. И как сложилась ваша судьба дальше? Моя судьба сложилась очень удачно. Я удачно вышла замуж. Как считали все мои подружки и все мои это самое. Я очень удачно вышла замуж. И вышла замуж я это самое за своего почти одноклассника. Он кончил эту школу. Мы в один год кончили школу, в 56-м. Вот. Ну, как-то... Вы заканчивали еще институт? Да, это уже потом, уже будучи замужем. После школы я кончила химико-механический техникум. Потому что год был 56-й. Да, был такой... Мама долго думала, кого из меня сделать медицинскую сестру, чтобы она всегда имела рубль за укол. Или сделать бухгалтером. Бухгалтером я так и не вышла. Но она решила, что бухгалтером
лучше. И, значит, кончила я на бухгалтера. Вот. А потом, значит, я уже кончила такой заушный институт народного хозяйства, получила специальность плановика, экономиста, да. Вот. Что касается 5-й графы, за мою трудовую деятельность, да, в общем-то, да, все время приходилось прибегать к помощи Юрия Владимировича. Да. К Юрию Владимировичу, иначе я не могла никак устроиться. В общем, наконец-то, в общем, я проработала и в вычислительном центре, я проработала и в гараже, как это называется, транспортное предприятие в плановом отделе, да. Ну, это ж много там еще до вычислительного центра, там же мы вручную обрабатывали эти путевые листы. Вот. Я там проработала до тех пор, пока не устроилась. Меня по сокращению уволили. Ну, я сказала, что очень хорошо, что по сокращению уволили. И я устроилась тоже не без протекции, но с протекцией на работу. Сначала меня взяли техником, потом сметчиком. А так как сметчиков нет такого института, который готовил бы сметчиков, вот, то я начала там учиться. И в конце концов приобрела такую специальность. Инженер-сметчик. Больших высот я не достигла в своей карьере, но всегда параллельно были какие-то подработки, то я экскурсоводом работала в Сибири, на Байкал возила группы, очень там заливалась соловьем про нашу красавицу Ангару. Да, меня всегда подтрунивал мой муж. Вот. Ну, ничего. Так, на вас семья держалась, насколько я понимаю. Как вы отнеслись к переезду в Сибирь? Положительно я отнеслась. Когда ребенок закончил школу, у нас не было другого выхода. Это был 79-й год, и просто мы были в безвыходном положении. Значит, были какие-то связи, вот он уже рассказывал, еще... Вот, пожалуйста, в сельхозакадемию. Дай 1000 рублей, и он будет учиться в сельхозакадемии. Я говорю, у меня нет ни 1000 рублей, и он не хочет в эту сельхозакадемию. Не потому, что она плохая, а потому что он хочет, у него есть какая-то мечта, он куда-то хочет. Ну, понятно. Вот. Поэтому... Как вы отнеслись к решению сына о вашем переезде в Канаду? Я очень хорошо. Он сказал, вы мне нужны здесь и сейчас. Молодец. Так что... То есть у вас даже не было вопросов? Особого нет. Я не выбирала ни язык, ни город, который я полюбила, в котором я уже 22 года живу, и никакой, ни Торонто, ни Монреаль, ни Квебек-Сити, ничего для меня. Вот только, значит, это моя деревня, мой тут дом родной. Понятно. Ну и традиционный вопрос в конце нашей очень интересной, очень живой и такой драматичной беседы. Что бы вы пожелали будущим нашим внукам, правнукам? Во-первых, чтобы они всегда знали и помнили про все, что мы, про все, что было в нашей истории.
И в первую очередь, конечно, Холокост. Ну, судя по тому, что сейчас творится в России, они забыли, что такое Холокост, что такое только чтобы не было войны, как говорили наша мама. Говорит, только чтобы не было войны, только чтобы не было войны. Все остальное мы переживем. Так, а что же сейчас творится? И только молю каждый день о победе Украины, чтобы Украина победила так, как это хочет украинский народ, так это хочет их президент Владимир Зеленский, чтобы так было, на таких условиях. А уж что будет с Россией? Ну, Как говорят на нашей Украине, якось буде. якось будет. Да. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы еще раз пережили все вот эти вот трагические моменты, за то, что вы так детально рассказали о вашем детстве, за вашу память и за то, что вы прошли через все вот эти вот ужасы и сейчас с нами. Вот за это вам огромное спасибо большое. Спасибо всем, кто это организовал, включая и атавских девочек, кураторов вот, из Jewish Family Service. Там работает Ольга Тимакова, там работает Гуар Варданян. Гуар Варданян. Им огромное спасибо. Обязательно передадим. Они очень много сделали, чтобы Торонто это все состоялось, да? Да. Спасибо вам огромное. Спасибо. Всего доброго. Прошу прощения, у вас есть какие-то фотографии, которые вы бы хотели показать? Книги? Или мы заканчиваем? Фотографии. Вот у меня тут сейчас какая у меня фотография есть. Вот моя мама гимназистка. Мне очень приятно эта фотография. Показывайте Адаму, чтобы ему в камеру вошло. Это ваша мама, да? Это мама, гимназистка. Да. Она кончила гимназию и не закончила консерваторию. Замуж надо было. Папа Понятно. сказал, потом будем учиться. Но они прожили, в общем-то, 55 лет вместе. А есть их совместная фотография? Да, но она там наверху, это время, Это далеко. это там Окей, наверху. хорошо. Да, я не приготовила, к сожалению. Ну ничего страшного. Адам, we are done. Okay. No more Okay. pictures. That's it. Just the one. They have pictures, but upstairs. Okay, so it's If okay, you then can- that's okay. All right. So we're cutting. Thank you. Okay. Спасибо вам большое.